Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такой симпатичный узор. Мало того, что он меня привлек тем, что он симпатичный, так еще здесь в схеме присутствует такое обозначение, как нет петли. Вот эти пустые клетки, это нет петли. Я вам объясню, что это такое и как на них реагировать. Раппорт составляет 14 петель. Вот 7 с правой стороны и 7 с левой. В высоту 10 рядов. И вяжется он первый ряд, а второй идет в обратном направлении. Читаем схему с левой стороны. Не как мы привыкли читать все время с правой. А второй ряд, все четные ряды читаются с левой стороны. Итак, я буду вязать 3 раппорта. То есть я должна набрать 42 петли и плюс 2 кромочные, 44 петли. Набираем удобным для вас методом. Итак, набираем 44 петли. Итак, мы набрали 44 петли. Перед вязанием обязательно проверьте. Желательно считать парами. Тогда быстрее пойдет счет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 44 петли. И вяжем первый ряд. Значит, первый ряд у нас начинается с горизонтальных черточек. Смотрим на условные обозначения. Это изнаночные петли. Значит, мы провязываем 7 изнаночных петель. Первую кромочную снимаем. Затем вяжем изнаночными. Я буду вязать классическим методом. То есть ввожу спицу в петлю, набрасываю на нить и вытягиваю. Итак, мы должны провязать 7 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель по рисунку мы провязали. Вот они. Дальше у нас идут пустые клетки, нет петли. Значит, мы на них не обращаем внимания. Мы их вообще не вяжем. И сразу переходим к следующим 7 изнаночным петлям. Для чего эти петли даются нет петли? Вы заметьте, если вот так их вырезать, то получится зубчик. Вот один зубчик. Вот второй. Они даются для того, чтобы схема была более хорошей графики. То есть аккуратно, ровно все разграфлено. 7 петель провязали изнаночными. Вяжем еще 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть мы провязали 14 петель. 7 этих изнаночных и 7 этих изнаночных. Затем, чтобы не сбиться, делаем маркер. Берем обыкновенную трубочку для коктейля и нарезаем колечки. И ставим маркер. И опять у нас будет 14 изнаночных петель.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И ставим маркер. И опять 14 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 1 изнаночная кромочная. Первый ряд мы закончили. Переходим ко второму ряду. Второй ряд читаем слева направо. Ну, здесь, в принципе, разницы никакой. И тоже смотрим 7 петель, но они у нас лицевые. Значит, вяжем весь ряд лицевыми петлями. На эти клеточки внимания не обращаем. Вяжем второй ряд. Из-за того, что мы вязали изнаночные классическими петлями, лицевые у нас будут идти за переднюю стенку и легко провязываться. Маркер переснимаем. И так лицевые петли вяжем до конца ряда. И кромочная. Второй ряд мы закончили. И переходим к третьему ряду. Теперь смотрим на третий ряд. Третий ряд у нас тоже горизонтальные черточки. Это изнаночный. Значит, вяжем 7 петель. На эти мы внимания не обращаем. И сразу начинаем вязать следующие 7 петель. То есть опять 14 петель в раппорте у нас будет изнаночными петлями. Кромочную снимаем. И затем вяжем классическими, ну, по крайней мере, я вяжу классическими изнаночными. И так вяжем до конца ряда. И заканчиваем мы ряд изнаночный и кромочная. Третий ряд связали. Переходим к четвертому ряду. Как мы видим, здесь тоже изнаночные петли. Эти петли мы не обращаем внимания на них, пустые клетки. То есть провязываем 7 изнаночных и еще 7 изнаночных.
Кромочную снимаем и ряд вяжем изнаночными петлями. Классическая изнаночная, спицу правую уводим в петлю, набрасываем на нитку и вытягиваем. Маркер переснимаем и опять вяжем изнаночными петлями до конца ряда. И заканчиваем мы изнаночный ряд. Все петли изнаночные и кромочные. Четвертый ряд мы связали. И переходим к пятому ряду. В пятом ряду начинается вот с такой стрелочки обозначения. Это протяжка. Одну петлю снять как лицевую, одну лицевую и протянуть ее через снятую петлю. Вяжем. Кромочную сняли. Затем одну петлю мы снимаем, причем не отсюда снимаем. У меня направление петли вот такое. Вторую провязываем и на провязанную надеваем снятую. И вот у нас петля легла с наклоном влево. Затем у нас идет нет петли. Значит, мы не обращаем внимания, а сразу вяжем 1, 2, 3, 4, 5 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Затем у нас идет вот такое обозначение. Вот его расшифровка. Из протяжки вывязать 6 петель попеременно, лицевая и изнаночная. Протяжка — это нить, часть нити между петлями. Вот протяжка. И из нее мы будем вывязывать 6 петель. Лицо, изнанка. 2, 3, 4, 5 и 6. Затем вяжем 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. Один, 2, 3, 4, 5. Затем у нас нет петли, мы на нее не обращаем внимания. И идет вот такой значок. 2 петли провязать вместе. Обычные 2 петли провязать вместе лицевой. То есть вводим правую спицу во вторую петлю, слева направо, затем в первую и провязываем. Обычный метод. То есть эти 2 петли мы провязали с наклоном вправо. Маркер сняли. И опять возвращаемся к началу 5-го ряда. То есть одну петлю сняли, вторую провязали лицевой и на нее надели снятую. Затем у нас 1, 2, 3, 4, 5. То есть этот мы не вяжем, а сразу переходим к этим. 5 лицевых.
1, 2, 3, 4, 5. И из протяжки вывязываем 6 петель. Берем протяжку и вывязываем 6 петель. Лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо и изнанка. И опять у нас идет 1, 2, 3, 4, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 петли провязать вместе лицевой, то есть с наклоном вправо. И следующий раппорт вяжется точно так же. Одну петлю сняли, вторую провязали, на провязанную надели снятую. Петля наклонилась влево. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Из протяжки вывязываем 6 петель. Лицо, изнанка, лицо, изнанка, лицо, изнанка. И опять у нас 1, 2, 3, 4, 5, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Это мы не вяжем. И вяжем сразу 2 петли вместе лицевой, то есть с наклоном вправо, и изнаночную. Итак, мы довязали 5-й ряд и переходим к 6-му. Шестой ряд у нас начинается 2 петли вот в таком треугольничке. 2 петли провязать вместе изнаночной. Значит, четные ряды мы читаем картинку слева направо, потому что если мы будем отсюда читать, у нас обозначение здесь совсем другое. Так что не забывайте, если стоит обозначение четных рядов и нечетных, то каждый читается со своей стороны. Значит, мы вяжем вот это обозначение. Провязать 2 петли вместе изнаночной. Одну сняли, 2 вместе изнаночной. Затем 2 пустые клетки, нет петли, мы их не вяжем, а сразу вяжем изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И затем у нас
совсем другой значок, чем в начале ряда. Провязать 2 петли вместе изнаночной скрещенной. Значит, мы заводим правую спицу за работой сначала во вторую петлю, а потом в первую. И провязываем изнаночной. То есть мы по изнаночной стороне сначала, значит, во вторую, потом в первую. И провязываем изнаночной. То есть мы по изнаночной стороне наклонили петлю, вот лицевую, в лицевом ряду мы ее наклонили в ту сторону, куда нам нужно. Маркер переснимаем. И опять у нас 2 петли вместе изнаночной. 2 петли вместе изнаночной классической. Значит, на эти мы не смотрим петли, сразу вяжем 14 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Эти 2 петли мы не обращаем внимания, а сразу вяжем вот эти 2 изнаночной скрещенной. Заводим правую спицу за работу, вводим сначала во вторую петлю, потом в первую и провязываем изнаночной. И следующий раппорт пошли. Опять 2 изнаночных обычные, 14 изнаночных, вот эти вяжем, 14 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 не вяжем, а вяжем 2 вместе изнаночной скрещенной. Заводим за работой спицу во вторую петлю и потом только в первую и провязываем изнаночной и кромочная. Итак, мы закончили 6-й ряд и переходим к 7-му. Смотрим на 7-й ряд и видим опять стрелочку, направленную вниз. Это протяжка. То есть кромочную снимаем, 1 петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и на провязанную надеваем снятую. Затем у нас 1, 2, 3, 4. 4 лицевых петли. Вяжем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Затем у нас идут накиды. Вот этот значок накид. 1, 2, 3, 4, 5, 6 накидов.
а между ними лицевые петли. Накид делаем прямой, то есть к себе. Накид. Раз. Накид. Два. Накид. Три. Накид. 4. Накид. 5. Накид. 6. И затем у нас идут только 3 петли лицевых. 1, 2, 3. Вот почему я говорила, внимательно смотрите, где написано обозначение ряда, с той стороны и вяжите. Потому что здесь он 4 лицевых петли, а здесь только 3. И может в некоторых схемах быть изменения такие же, а вы можете ошибиться в вязании. И заканчивается раппорт у нас значком провязать 2 вместе лицевой. То есть с наклоном, вот видите, мы в изнаночном ряду вязали петли скрещенные. Вот они у нас правильно легли. А здесь мы их будем вязать с наклоном вправо. Маркер переснимаем. И опять у нас будет протяжка. Одну сняли, вторую провязали лицевой и на лицевую надели снятую. Затем вывязываем 4 лицевых по схеме у нас. 1, 2, 3, 4. 6 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 накидов прямых к себе. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 накидов сделал. 3 лицевых. 1, 2, 3. И 2 петли вместе лицевой. Провязали. Вот в этом месте, где у нас маркеры стоят, вот эти петли немножко потуже делайте, чтобы они, вот эти петли, не разбегались, чтобы не было между ними большого промежутка. И переходим к третьему раппорту. То есть у нас протяжка начинается. Одну петлю сняли, вторую провязали и на провязанную надели снятую. Затем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 6 накидов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 лицевых. 1, 2, 3. И 2 петли, провязанные вместе лицевой. То есть с наклоном вправо. И кромочная. Итак, мы закончили 7-й ряд. И переходим к 8-му. 8-й ряд у нас начинается значком вот таким. 2 петли провязать вместе изнаночной. Кромочную снимаем. Обычно методом провязываем 2 петли вместе изнаночной. Затем у нас идет пустая клетка, нет петли, мы ее не трогаем, а сразу вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 петель провязали. Затем у нас идет опять нет петли. Мы на нее не обращаем внимания и сразу вяжем вот это обозначение. 2 вместе, изнаночной скрещенной. Правая спица за работой. Вводим ее сначала во вторую петлю, потом в первую. И провязываем изнаночную петлю. И переснимаем маркер. Один раппорт мы закончили. Опять начинаем вязать с начала раппорта, то есть с той стороны, где стоит обозначение. Вот отсюда. Значит, 2 петли провязать вместе изнаночную. Вяжем обычную изнаночную петлю. Вот здесь в этом месте немножко подтяните, чтобы расхождения не было. Нет петли, мы ее не вяжем. Вяжем 16 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Затем идет, эту мы не вяжем, а сразу вот эту петлю. То есть 2 петли вместе изнаночной скрещены. Правая спица за работой. Вводим во вторую петлю, потом в первую. И провязываем изнаночную. И маркер переснимаем. И опять начинаем с самого начала. 2 петли изнаночные вместе. 16 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Затем, я уже повторюсь, нет петли, мы ее не вяжем, а вяжем вот это вот. То есть спица правая за работой. Вводим сначала во вторую петлю, а потом в первую. И провязываем изнанкой. И кромочную. Связали мы 8 ряд. Значит, 8 мы отметим, провязали. Переходим к 9 ряду. Смотрим, 9 ряд у нас опять протяжка. Вяжем протяжку, то есть кромочную снимаем, одну петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и на нее надеваем снятую. Затем у нас 2 петли. Затем у нас, значит, обозначение нет петли. Мы на них не обращаем внимания,
А сразу вяжем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вяжем 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Опять у нас обозначения нет петли, не обращаем на них внимания. И вяжем вот это обозначение. Оно говорит нам, что провязать 2 петли вместе лицевой. То есть обычным классическим методом. Сначала вводим спицу во вторую петлю, а затем в первую. И провязываем вместе. И опять начинаем 9 ряд с протяжки. Одну петлю снимаем, вторую провязываем лицевой и на провязанную надеваем снятую. Затем 14 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И заканчиваем мы ряд. Эти не берем во внимание клеточки, а заканчиваем мы их 2 вместе лицевой. То есть с наклоном вправо. Сначала вводим во вторую петлю, потом в первую. И вот, чтобы вот здесь между ним не было отверстий, подтяните следующий раппорт. Одну петлю снимаем, вторую провязываем лицевой, на нее надеваем снятую и подтянули. 14 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И заканчиваем ряд 2 петли вместе лицевой, то есть с наклоном вправо. И изнаночную, кромочную. Закончили мы 9 ряд. И переходим к 10. Десятый ряд у нас начинается 2 петли провязать вместе изнаночной. Значит, еще раз напоминаю, что читать обязательно надо с левой стороны, если есть обозначение рядов слева. Кромочную снимаем. 2 вместе изнаночной. Ну, это обычные 2 петли. Провязываем. Затем у нас 3 клеточки, нет петли. Мы на них не обращаем внимания, а сразу вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 изнаночных петель. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Опять у нас 3 клеточки. Не обращаем внимания на них, они пустые.
А вяжем обозначение 2 вместе, изнаночные скрещенные. То есть правую спицу за работой вводим во вторую петлю сначала, а потом в первую и провязываем изнаночной. И опять начинаем раппорт с левой стороны. 2 петли вместе, изнаночной. Значит, нет петель, вяжем 12 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Опять не обращаем внимания, а вяжем этот элемент. То есть 2 скрещенные изнаночной. Провязываем 2 петли вместе, изнаночной скрещенной. Вводим спицу во вторую петлю, потом в первую и провязываем изнанкой. Маркер переснимаем, провязываем 2 вместе обычной изнаночной, подтянули немножко и дальше вяжем опять 12 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 2 петли вместе скрещенной изнаночной. Вводим крючок за работой сначала во вторую, потом в первую петлю и провязываем изнаночные и кромочные. Итак, мы закончили 10 ряд. Итак, довязали мы 10 ряд. Вот что у нас получилось. То есть мы провязали полностью раппорт с 1 по 10 ряд. Вот это один раппорт в высоту. А здесь я провязала 2 раппорта в высоту. И вот такой симпатичный узор получается. Всего вам доброго, спасибо за внимание.